Так вот, чего нам не хватало. Видео о террейне. Да, друзья, всем привет! Оказалось, что у нас на канале нет ни одного ролика о покрасе террейна. А ведь хороший террейн, будь то фракционный, либо для украшения стола, так же важен, как покрас армии. Надо исправлять эту оплошность. Но перед тем, как мы начнем ее исправлять, хотел бы поблагодарить наших спонсоров на Boosty и VK Donut. Если вы хотите поддержать канал, все ссылки в описании. А также подписывайтесь на наш телеграм-канал, ВК-группу. В общем, все вот это блогерское. И не забудьте поставить лайк, либо дизлайк и подписаться. А мы пошли исправлять эту оплошность. Первым делом я наношу базовый темно-красный холодноватый оттенок. Стараюсь задувать краску под острым углом к миниатюре, чтобы краска не попала в углубление, например, руны и всякие трещинки. Холодный цвет даст хорошую подложку для последующих тонов красного, а также контраст от холодного к теплому. Дальше я взял более теплый и яркий цвет. Чистый красный от джимов. Наношу также аэрографом, задувая сразу довольно большую площадь миниатюры. На этом этапе нужно начинать создавать градиент, сокращая площадь нанесения краски. Финальное высветление аэрографом. По самым выступающим частям я прохожусь паник редом с разбавителем. Наша миниатюра не совсем миниатюра, все-таки размер не маленький, поэтому эти шаги довольно-таки простые, и я сразу вижу, достаточно контраста или нет, устраивает меня градиент или нет. И меня в целом все устраивает. Так что я беру большую малярную кисть и драйбрашу ярко-красным, почти оранжевым цветом по граням. Почти не давлю на кисть, чтобы не переборщить. В противном случае можно, во-первых, забить детали, а во-вторых, получить не красную устрашающую башню Некрон, а оранжевую морковку кролика Роджера. Для финального высветления взял цвет еще ярче, по сути желтый, и прошелся сухой кисточкой по еще меньшей площади. Я думаю, много контраста не бывает. С красными элементами башен покончено, и пора переходить к металликам. Перед нанесением металликов я сделаю черную подложку. Вообще лучше делать металлики на черную подложку, особенно сталистые цвета. Так они получаются более глубокие, плюс у нас будет сталь такая более царапанная, неряшливая, и вот в этих пробелах между царапками, да, будет у нас черный цвет. Погнали. Тут процесс не быстрый, площадь покраса большая, и аэрографом тут уже не поработаешь. Нужно аккуратно все прокрасить кисточкой. Я взял укрывистый Abaddon Black. Достаточно проложить один слой, чтобы перекрыть те места, куда лег лишний красный. Чтобы на таких обширных плоскостях краска ложилась без комков и не оставались следы кисти, хорошо разбавляйте краску. Лучше уж потом второй раз пройтись тонким разбавленным черным, чем оставить жирные следы. Вот как-то так должно получиться. Красный на фоне черного сразу заиграл и стал казаться еще ярче. И чтобы сохранить этот эффект яркого контраста, я взял темный металлик Gunmetal. Наносить я его буду техникой, похожей на сухую кисть, но не совсем. Кисточка у меня влажная, и я как бы грубо втираю краску. При таком нанесении у нас с одной стороны получается эффект исцарапанного потертого металла, а с другой краска не попадает в углубление, где черная краска останется как тень. Высветляю действительно сухой кисточкой, более ярким металликом. Сильно на кисть не давлю, а там, где случайно делаю помарку, быстро стираю пальцем излишки. Думаю, для террейна в таком масштабе одного высветления хватит, и башня будет выглядеть хорошо. Переходим к силовым, светящимся элементам. По моей задумке, все эти сферы должны источать яркий синий цвет. Логика простая. В центре сфер светло-голубой, почти белый цвет, а вокруг отблески синего градиента. Это очень простой и быстрый вариант, отлично подходящий для вечернего покраса террейна. Чтобы получить яркий цвет и сквозь синий не просвечивал красный, я первым шагом задул белым, очерчивая границы свечения. Затем сильно разбавленным синим прошелся поверх этой подложки в два этапа. Сначала чистым цветом, а затем с добавлением белого по центру сфер. Финально по краям области свечения я прошелся ярко-голубым цветом, имитируя отблески. Сферы, на мой взгляд, хорошо выделяются на фоне стали и красных элементов, и в целом террейн получился ярким и контрастным. И, как говорится в том самом меме, а большего мне и не надо. Хотя постойте, я же забыл про небольшие подставки. Честно говоря, пока не знаю, какие базы будут у всей армии Некрон, поэтому решил сделать просто цвет светло-коричневого грунта. База плюс высветление. Наверное, это временное решение. Время покажет, перекрасить базы всегда можно потом. Вот наш некронский террейн и готов. Такая помесь адмехов и некронов получилась. Ну, мне понравилась такая схема. Заодно на этих башнях я решил попробовать эту цветовую схему. По-моему, получилось прикольненько. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте что-нибудь ставить, что-нибудь писать.
и до новых встреч. Пока-пока.